Всем привет! Сегодня мы будем смотреть модель фирмы Micromir. И модель эта одна из самых дорогих моделей из существующих. Стоимость ее составляет около 29 тысяч рублей. И что же это за модель такая? Какой масштаб у нее, спросите вы? А я отвечу. Масштаб всего лишь 1 к 72. А модель это модель самолета Калинин К-7. А почему такая дорогая? Вот мы и будем разбираться вместе. Итак, К-7. Коробка перед вами. Она очень большая, объемная. В объектив камеры полностью не помещается. Размах крыла у прототипа самолета составляет 53 метра, что в пересчете на 72 масштаб будет около 74 сантиметров. Модель просто огромная. Давайте я уж скорее открою коробку и посмотрим, что там внутри. Два пакета с литниками. Крыло самолета. Пакет литников с прозрачными деталями. И пакет с инструкцией, фототравлением и набором окрасочных масок. Небольшая деталь. Начнем с крыла. Как я уже и сказал, размах крыла модели составляет чуть больше 73,5 см. Выполнено оно из смолы, и как я считаю, это самая дорогая часть модели. Вообще, К-7 не самый известный самолет в истории, если сказать мягко. А если честно, то совсем неизвестный. К-7 Калинин – экспериментальный советский многоцелевой самолет. Он должен был использоваться в следующих вариантах: бомбардировщик, ну это естественно, как десантный самолет и даже как тяжелый пассажирский самолет. Разработал его Харьковское конструкторское бюро Калинина. Калинин Михаил Иванович, российский революционер. Стоп. Калинин Константин Алексеевич, советский авиаконструктор и пилот. Родился 24 января 1887 года в Варшаве. К-7 был разработан в начале 30-х годов 20 века с использованием оригинальных конструкторских решений, новых технологий и материалов. И самая главная инновация была – это летающее крыло. Вы понимаете, что в начале 30-х годов еще бипланы летали, а тут такое. Самолет был построен по принципу «все в крыле». Это позволяло механикам самолета подходить в полете к работающему двигателю. Пассажиры имели обзор пролетающей местности через окна-иллюминаторы. О пассажирском варианте. В толстом крыле центроплана располагались каюты пассажиров на 128 человек с дальностью полета 5000 километров. Или же на то же расстояние 64 пассажира в каютах класса люкс. На борту были кают-компания, буфет, кухня, радиорубка, работала телефонная связь. Самолет был оснащен 7 двигателями АМ-34 мощностью 750 лошадиных сил. Лично я очень заинтересовался этим произведением советских конструкторов, нашел много информации по К-7. Но вернемся к модели, а то меня понесло. Модель сделана по технологии ЛНД – литье низкого давления. В принципе, как и все модели фирмы Micromir. Что это значит? Чтобы классно собрать модель, нужен опыт. Модель не рекомендуется для наших маленьких моделистов. Нужна будет шпаклевка? Думаю, что да. Большое количество времени? Однозначно. На просторах интернета, а точнее на ресурсе коробка.ру, я нашел одну собранную модель К-7. Автор этой потрясающей работы Александр с ником Балатон. Посмотрите, какую великолепную модель он собрал. Так что были бы руки из правильного места. А пока вы досматриваете литники, подумайте, стоит ли эта модель 29 косарей или нет.
Модель, естественно, эксклюзивна. Никто и никогда не выпускал модель К7 в таком масштабе. Да и вряд ли выпустят. Вот если вам прям хочется К7 в свою коллекцию, неужели бы вы не сделали себе такой подарок? Знаю, много будет комментариев к ролику и знаю в основном какие. Но, пока я снимал и монтировал его, модель уже закончилась у нас на складе, а была далеко не в единичном экземпляре. Но скоро мы еще привезем, не расстраивайтесь все так. Тем временем показ литников подходит к своему торжественному окончанию. И скоро мы перейдем к остальным, не менее важным деталям в наборе. Прозрачные детали. Их аж 3 литника. Хороший прозрачный пластик. И очень хорошо, что производитель позаботился и положил в комплект окрасочные маски. Здесь они точно понадобятся. Большая плата фототравления. Небольшой лист декали на название самолета. И озвученный мной ранее набор окрасочных масок. Инструкция цветная на 2 языках. Украинском и английском. Содержимое набора на первых 6 страницах. Ну и сборка, что не является сюрпризом в принципе. Вот такая интересная модель с неординарной ценой. Но модель однозначно заслуживает внимания. Жду ваших комментариев под роликом. Прям очень хочется пуститься в обсуждение этой модели. А приобрести данную модель вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. А я, Виталий Новиков, с вами временно прощаюсь. Увидимся, услышимся. Чао!